Добрый вечер! Я приглашаю вас совершить вместе со мной путешествие в Кируну из пригорода Санкт-Петербурга Шлиссельбург. Это всего лишь каких-то 40 километров от самого Петербурга. Всего мы должны будем проехать почти 1300 километров, но я надеюсь, что завтра к 7 часам мы будем на месте. Это место еще интересно тем, что во время Второй мировой войны, когда город был блокирован на 900 дней, именно здесь выбрано место главного удара для прорыва блокады. И здесь погибло очень много людей, как с нашей стороны, я думаю, что и с немецкой тоже. И в честь этого здесь создан музей прорыва Ленинградской блокады. Петербург в годы Второй мировой войны назывался Ленинградом. Музей недавно обновлен, здесь очень интересные экспозиции, и посмотреть его, в принципе, стоит. Не будем больше здесь задерживаться, поедем вперед. Вот видно за забором часть экспозиции этого музея. А на выезде мы увидим легендарный танк Т-34, который является у нас символом победы. Вот он. Как раз все фотографируются. Сейчас мы выезжаем на Мурманское шоссе, или как по-современному ее называют, трасса Кола. Не в честь Кока-Колы, естественно, а в честь Кольского полуострова. Мост построили в 1982 году. Он проектировался как неразводной мост, способный пропускать все типы судов, но что-то напутали при проектировании, и пришлось сделать разводную часть. Справедливости надо сказать, что работает она очень редко, но тем не менее некоторые суда под этим мостом не помещаются. Вот сейчас мы проезжаем над железной дорогой, которая ведет с Невской Дубровки на Финляндский вокзал Санкт-Петербурга. Наверняка многие смотрели видео об этой поездке из кабины машиниста. А в общей сложности нам ехать по этому шоссе 25 километров. И мы окажемся как раз у самого въезда в город. Мне пришлось заехать в город, чтобы заправиться газом. Эта машина работает на природном газе и на бензине. Газ у нас стоит в 2 раза дешевле. Грубо говоря, 44 и 22 рубля соответственно. Поэтому сейчас мы будем уже выезжать на кольцо и ехать в сторону... Готовьтесь, через 80 метров крутой поворот направо. В сторону финской границы. Пока ехали до города, я посмотрел прогноз погоды на ближайшее время. До Выборга нас будет сопровождать пасмурная погода и 17 градусов. А начиная с Выборга небо расчистится, хотя останутся все те же 17 градусов тепла. В Кируне днем ожидают около 20, и даже без осадков.
Продолжайте движение 32 километра. Ну вот, 32 километра мы будем следовать по окружной дороге. Это восьмиполосная дорога с максимальной скоростью движения 110 км в час. Когда ее проектировали, была тема, что она будет платной. Даже на некоторых проектах я видел места для пунктов оплаты. Ой. Но, слава богу, обошлось. И наслаждаться всей этой прелестью можно совершенно бесплатно. Итак, мы проехали по кольцевой дороге вокруг Санкт-Петербурга и доехали до трассы Скандинавия. Долгое время эта трасса была позорищем на лице Возьмите правее на развязку. нашей страны, так сказать. Она была очень узкая, извилистая и по количеству транспортных происшествий со смертельным исходом была одна из первых. Сейчас за нее серьезно взялись. По крайней мере, я здесь не был около года. Ее серьезно расширили. Над ней серьезно работают. Правда, ходят слухи, что она будет платной. Ну, вот, похоже, сделали участок дороги только до того места, где мы выехали на эту трассу. К слову сказать, со стороны Хельсинки в сторону России тоже строят очень шикарную дорогу с тоннелями и максимальной скоростью 120 км в час. Но, видимо, это, так сказать, ответ нашего правительства, правительству Финляндии. Скоро мы будем ездить по скоростным дорогам от Петербурга до Хельсинки. Нам нужно еще сделать одну вещь перед тем, как ехать в Финляндию, потому что без страховки на транспортное средство, из медицинской страховки конкретного человека нас туда не пускают. Поверните направо. Вернее, конечно, пускают, но в случае каких-то неприятных осложнений лучше все-таки иметь страховку при себе. Только что пробила полночь, а мы заезжаем на одну из самых последних заправок на российской территории, чтобы залить теперь уже не газовые, а бензиновые баки по самую горловину. Вы ушли с маршрута. Приготовьтесь. Через 750 метров возьмите правее на развязку. Кстати, сколько он здесь стоит? Бензин. Ой. Дело в том, что в России бензин стоит около 70 евроцентов. Причем он недавно сильно подорожал на 10%. А в Европе он стоит 1,5 евро. Поэтому, соответственно, пытаешься заправиться как можно больше.
С собой можно провести 10 литров, но еще до границы около 30 километров, поэтому я залил еще какое-то количество бензина, чтобы границу пересекать вполне законно, но с полными баками. К сожалению, сейчас темно, и мы вряд ли полюбуемся красотами Сайминского канала. Хоть и ночи белые, и небо светлое, тем не менее на земле тут, в общем-то, довольно-таки темновато. Мы подъезжаем к зоне Сайминского канала. Здесь 20 километров мы будем ехать вдоль него. И здесь уже присутствует паспортный контроль. Почему он присутствует, сейчас расскажу. Здрасте. Спасибо. А присутствует он здесь по следующим причинам. Сайминский канал построили в 1856 году. То есть в те времена, когда Финляндия была частью Российской империи. Так как по итогам Второй мировой войны вот эта территория вошла в состав Советского Союза, то Сайминский канал оказался разрезанный пополам. То есть, в конце концов, обе страны договорились, что Финляндия будет арендовать Сайминский канал и 200 метров прилегающей территории. Поэтому, несмотря на то, что мы еще не выехали за границу России, эта территория, в общем-то, обслуживается и взята в аренду Финляндии. Поэтому здесь пропускной режим, здесь дороги уже построены по финскому стандарту. Что касается самого Сайминского канала, то надо сказать, что построен он, конечно, в очень тяжелых условиях, когда приходилось зарывать гранитные скалы. Тем не менее, канал получился шириной 34 метра минимальный и глубиной фарватера не меньше 5 метров. То есть здесь проходят довольно-таки немаленькие суда. Сайма, озеро, кстати, очень красивое, оно на 75 метров выше уровня Финского залива. В связи с этим сделали 11 шлюзов. Самые большие из них достигают 12,5 метров перепада воды. Вот мы подъезжаем к первому мосту через канал. Здесь всего 2 моста, совмещенные со шлюзами. И если в момент проезда здесь в шлюзе сидит корабль, это может задержать на минут 20. Можно посмотреть, это довольно-таки высокий шлюз. Вот здесь видно следующий шлюз. Надеюсь, мы успеем. Там, по-моему, уже стоит корабль. Надеюсь, он в ту сторону стоит. Ну, судя по тому, что светофор здесь не горит, все-таки, наверное,
Мост еще не развели. Обычно загорается здесь вся иллюминация, когда мост разводится. Вот сейчас посмотрим. Да. Корабль поднимается. Кстати, на этом шлюзе как раз происходит таможенный досмотр, так как все-таки корабли проходят по территории России. Конечно, дорога очень красивая, но очень опасная. Она очень узкая. Здесь ездят грузовики на огромной скорости. Особенно ночью. Сейчас 1:30. Кстати, как и в Финляндии 1:30, хоть она и в другом часовом поясе. У нас наконец-то несколько лет назад отменили переход на летнее время. До границы России и Финляндии осталось буквально несколько километров. Там придется выключить всю свое оборудование. Пограничники не любят подобные вещи. Я думаю, мы как-нибудь тоже перетерпим. Сейчас ровно 2 часа ночи, и по российскому, и по финскому времени. Я только что прошел финскую границу. Финская таможня была, видимо, выходная, потому что таможенников ни одного не было. Через 14 километров мы выйдем на шоссе на Йоэнсу, там немножко проедем до Иматры, и там уже повернем налево в глухие финские леса. Из глухих финских лесов мы выйдем уже ближе к границе со Швецией. Это будет не скоро. Так что надо настраиваться на длительную и довольно-таки печальную дорогу. Если увижу что-нибудь интересненькое, покажу. На часах уже 4-й час. Из итогов последнего часа это то, что мы наконец преодолели психологически важную отметку. Нам уже осталось до окончания маршрута всего 977 километров. За этот час по вот этой дороге я встретил только один грузовик встречный с лесом и больше никого. Целый час. Показывается в розовом цвете сегодня. Вот 30 километров мы будем ехать по такой дороге. Однополосной. Не дай бог, если она не перейдет в грунтовку. Памяти
Вот она, родимая Грабковка. Вот здесь я и ехал. Но почему я ехал обратно по другой дороге, я ума не приложу. Как такое получилось, что обратно я ехал по другой дороге? Ну, в общем, так или иначе, вариантов у меня нет. Километров мы будем катиться по финской грунтовой дороге. Других дорог здесь похоже нет. Что на такой дороге не расслабиться, потому что надо скорость держать согласно плану. Видео не будет так жутко, но поворот, но уклоны здесь реально такие серьезные. Еще 16 километров, и надеюсь, нас будет ждать асфальт. Четыре часа ночи и 911 километров до конца маршрута. Вот в таком месте я остановился, чтобы немножко передохнуть. Каждые 2 часа буду останавливаться, потому что ехать без остановки на такое расстояние — это безумие. В принципе, можно искупаться, если бы было бы время. Желание. Солнце уже встает. Это вот мой друг, на котором я путешествую. Единственный недостаток — неумеренный аппетит бензина. Нам еще ехать почти 12 часов и 911 километров, и мы потеряли почти 15 минут, если считать, как рассчитывает навигатор. Но отдыхать все равно необходимо, поэтому, чтобы он там нас не считал, останавливаться я буду. Тем более, следующая остановка у нас вроде бы будет завтраком. По крайней мере, я на это рассчитываю. Это будет уже в 6 часов утра. К сожалению, не в таком глухом и живописном месте наверняка, хотя Бог его знает, Финляндия для каждого приготовила свой сюрприз. Дорога все так же не радует.
О, заяц! Нам только что дорогу перебежал заяц. Недалеко от Иматры мы видели лису, теперь это заяц. 6 часов утра. Я только что проехал мимо Копио. И как обещал, у меня завтрак. Примерно 1,5 часа я ехал по очень хорошей дороге. Только все прелести ее слегка нивелировались массой камер, определяющих скорость. К сожалению, здесь нет никаких столиков или чего-то в этом духе. Так же, как я не видел зон отдыха по дороге. Но пришлось воспользоваться просто стоянкой, дабы залить последние 10 литров привезенного из России бензина. Ну и заесть колбасу с сыром, тоже привезенная из России. Кстати, очень вкусно. После завтрака жизнь веселее. Мне осталось 750 километров до места назначения. Это больше половины. А в пути я уже 8 с лишним часов. Так что, да, мы опять, по мнению навигатора, подзадержались. Он нам накинул 28 штрафных минут. Поэтому будем их нагонять. Напомню, что мне надо приехать в Кируну. Вы ушли с маршрута. Приготовьтесь, через 250 метров поверните 19 направо. часов. Это шведского времени. Соответственно, до 8 часов вечера по российскому или по фински. Вот. Ну, в принципе, Через 100 метров пока поверните у меня направо. есть все шансы это сделать. Поверните направо. К сожалению, в таких местах найти гостиницу с круглосуточной стойкой регистрации это просто невозможно. Поверните налево на развязку. А если бы она еще была дешевой, это вообще Продолжайте движение. фантастика. 65 километров. Так что сейчас продолжаем двигаться в сторону шведской границы. Слава богу, нам разрешили ехать со скоростью 120 км в час. Бою мы сейчас и будем набирать. Не успел похвалить дорогу. Опять едем 100, 80, 80, 100. И на каждом перекрестке стоит камера, которая меряет скорость. А вот здесь, недалеко от Оулу, есть очень интересный объект. Здесь дорога расширяется втрое и превращается во взлетную полосу с рулежными дорожками. Ну, на случай войны, видимо. Вот с кем вопрос.
А вот прямо здесь полоса уже и заканчивается. С соответствующим знаком. А вот это вот рулежка. Сейчас мы туда поедем. Посмотрим, что там такое есть. Вы ушли с маршрута. Через 70 метров поверните налево. Вот такой вот кармашек для... Да я думаю, что здесь и транспортник поместится. Если небольшой, конечно. Сейчас посмотрим, что в другой стороне этой запасной, тайной взлетной полосы. Там наверняка что-нибудь есть. Кстати, в России истребители тоже садятся на шоссе. Правда, они используют практически неподготовленные и не такие широкие. Полосы. А просто обыкновенное двухполосное шоссе. Короче, полоса ровно 3 километра. Можно сюда заехать. Вы ушли с маршрута. Развернуться здесь. Через 50 метров поверните направо, затем поверните направо. Поверните направо, затем поверните направо. И взлетать заново. Там в середине еще Поверните было... направо. В середине еще Продолжайте была движение 66 дорога к какой-то километров. радиостанции. Центр управления полетом должен же быть у каждого аэропорта. Ну что ж, а мы, тем не менее, практически проехали половину дороги. 660 километров мы проехали, и 640 километров нам осталось. В пути мы 10 часов. Навигатор уверяет, что мы будем на месте от 16 до 16:30, только он не уточняет, по какому времени, по финскому, российскому или шведскому. В принципе, нас все это устраивает. Так что будем потихонечку продвигаться к городу Оулу. А до него нам осталось чуть меньше 100 километров. Озера Финляндии просто везде. Везде. У нас 10 часов. В кои веки в Финляндии найдешь остановку со столиком. Грех не воспользоваться и не устроить себе второй завтрак. Приготовьтесь
приготовьтесь. Через 80 метров поверните направо. Комаров здесь, надо сказать, немерено. Поверните направо. Продолжайте движение 11 километров. Так, ненавязчиво мы доехали до границы Финляндии. И сейчас находимся на вокзале Торнио, главный. Вернее, главный он был когда-то, сейчас он просто Торнио грузовой. Вот эти тупики, которые сзади меня, это уже тупики, от которых начинается колея европейской ширины. То есть на станции существует две колеи. Вот сюда раньше приходили поезда европейской колеи, а на платформу, которая за вокзалом, приходили поезда колеи российско-финской. До 1982 года даже были согласованные поезда. Вот это и есть шведская, ну или общеевропейская колея. Иногда шведы, вернее, шведский клуб любителей железнодорожного транспорта на паровозе просятся у финнов заехать вот на эту станцию. Чаще всего финны идут навстречу, и поэтому иногда здесь стоит паровоз с вагонами. Вот сзади беленькое здание – это первый вокзал Торнио. Сюда еще приходили поезда. А если обернуться, там будет такое массивное кирпичное здание. Это последний вокзал в Торнио. Кстати, сюда прибыл Ленин. Правда, в его время, он, по-моему, в 17 году приехал из Германии. Он прибыл на станцию Хапаранда. А потом, как здесь обычно люди переезжают, прибывали на станцию Хапаранда, и в зависимости от сезона на лодках или на санях переезжали на этот вокзал. Они очень рядом. Вот. И садились на поезд до Петербурга, там, до Хельсинки. А в 19 году построили мост двухсистемный. И какое-то время здесь ходили поезда. Ну, я говорю, что до 1982 года. А к 90-м годам даже пассажирское движение сошло на нет. Ну вот, собственно, как сказать, не то что современный вокзал, а вокзал последней эпохи. Сейчас поезд приходит на платформу, на просто платформу Торнио Восточный. Там ни вокзал, ничего, просто один путь и платформа. И 3 раза в неделю здесь останавливается поезд на Коларе. Вот если туда заглянуть за поворот, там и будет Торнио Итанин. Ну вот справа за углом вокзала кусок европейской колеи. А здесь полноценная колея 15-20. Российско-финский стандарт. Ну, еще раз посмотрим на вокзал, на нашу машину между ними и поедем попадать под юрисдикцию короля Швеции, которая начинается за рекой. Мы предположили, что логичнее всего, если что граница проходит по реке. Но дело в том, что когда Россия
окончательно разгромила шведское королевство. По-моему, это было, если я не ошибаюсь, при Александре II. Уточню. Вот. Она потребовала вот это остров. Это не берег, это остров, по-моему, Волчий. Вот. Она потребовала остров. И теперь граница проходит не по реке, а по канаве, который отделяет этот остров от, скажем так, другой Швеции. Вообще от Швеции. Вот, поэтому вот этот остров является собственностью Финляндии. А вот настоящая граница проходит вот по этой канаве. Вот эта канава и разделяет. Вот здесь они украшили все. Водопадик сделали. 250 метров. Все, мы въехали в Швецию. Съезд. Вот Икея опять же. Где этой Икеи нету. Вот, а мы начинаем углубляться. Второй съезд. Внутрь королевства Швеция. Через 250 метров круговое движение. Первый съезд. Сейчас мы поворачиваем направо и едем вдоль реки Торнио. Круговое движение. Первый съезд. Через 300 метров круговое движение. Второй Вот съезд. как шведы любят круговое движение. Вот. Короче, меня достало ставить камеру на ветке елок. Они все равно там не держатся. Поэтому буду говорить с руки. Это станция Карунги. Первая станция Хапаранской железной дороги, которая идет от Лулио до Хапаранды, которая вышла к реке Торнио и, соответственно, граница с финнами. Почему они вышли именно здесь, сказать сложно, но это огромная станция из 7 путей, из 8 даже. И сейчас она совершенно заброшена. До 2012 года здесь ходили поезда в Хапаранду из Лулио, в основном товарные, а пассажирское движение было закрыто в 90-м году. Вот как раз вот здесь были платформы. Вот там видно разрушающееся здание вокзала. Ну и полностью заброшенные пути. Это ветка 80 километров длиной просто отрезана. С одной стороны рядом с Хапарандой, а с другой стороны рядом с местечком Марьярв. Сейчас это электрифицированная скоростная линия. Вокзал здесь совершенно в заброшенном состоянии. Похоже, кое-где вокзалы выкупают частные лица и ухаживают за ними. А здесь он совершенно заброшен. Двухчасовая, видимо, последняя остановка на перекус. Осталось 200 километров, и надо их преодолеть одним рывком. Кстати, вокруг начали появляться горы. А здесь, прямо за этими елочками, течет величественная река Каликс. Она очень холодная, я проверял 2 года назад. Мы пересекли полярный
дороге стали появляться наглые северные олени. До Кируна осталось 15 километров. Наш сегодняшний марафон заканчивается. Пока вид на озеро. Здесь очень-очень много озер, как в Финляндии. Наверняка они ужасно холодные. Вдалеке даже маячили горы с ледниками. Мы въезжаем в Новую Кируну. Дело в том, что город, под которым находится шахта, начал проваливаться, поэтому город было решено перевести на 3 километра к востоку, вот как раз на это место. Сначала разговор шел чуть ли не обо всех зданиях, но потом остановились на 20, сейчас вроде бы уже на 17. Ну вот справа видно новая мэрия города. Из всего исторического наследия перевезли только вот эти красивые часы. А это уже Кируна старая. Переезжать она начала в 17 году, но продлится все это дело до 30-го, а может быть и дольше. Небольшая шутка, надеюсь, никто не заснул. А я практически уже в центре старого города. Здесь уже где-то рядом мой хостел или отель. Ну, разберемся на месте. Через 100 метров поверните налево. Поверните налево. Горы здесь покоцанные. Поверните направо. Вот, можно сказать, мы и приехали. 1350 километров Вы прибыли в место назначения. за 19 часов. Теперь будем искать, где тут что.